Так, обзор на тему стуки в моторном отсеке Audi Q7. Вот, вот сейчас вот мы послушаем эту сторону, где заливная горловина. Здесь вот видно выхлопная система датчик лямбда-зонда. Вот с этой стороны. Теперь слушаем с другой стороны. Здесь звук немножко повыше. А здесь пониже. Так, мы хотим определить вытяжку цепи. Сейчас пробег 169, ну 170, грубо говоря, тысяч. Подсоединяем диагностику. Вот здесь вот есть разъем. Включаем обычный ОБДшный разъем. Подключаем к компьютеру. Выбираем Васю. Открываем. Сейчас загрузится. Открыли Васю. Проверяется на теплом моторе, когда он прогретый, 90 градусов стоит. Вот. Сейчас открываем Васю. Вот она загружается. Вася. Выбираем блоки управления. Не будем прогонять по регистрации регистратор событий всех ошибок. Мы выберем чисто мотор. Выбираем блок. Вася у нас русифицированный. У нас Вася видно вот здесь вот сверху обновленный 19 года. А нам нужно двигатель. Электронику двигателя выбираем. Так. Видно 4М кузов. 3-литровый дизель. Можно провести идентификацию паспорта. Открываем на машину. Сейчас он раскроет нам. Так, видим, что обозначение системы G623 это мозги машины, блок управления ECM. Номер 623. В зависимости от этого блока идет прошивка своя на машину. Версия ASAM. Видно вот оцинкованный кузов по ВИН-коду 4М. Дальше буквенное обозначение двигателя. Двигатель у нас CVMD. Это то есть движки, которые шли уже с 2015 года на Q7, Q8, ну и дальше на Туареге 3. Это уже значит у нас цепной привод с 2 цепями идет. Вот. Дальше выходим назад. Так, двигатель опять. Измеряемые величины сейчас будем открывать. 2 раза нажал, я назад вышел далеко. Вот измеряемые величины. Так, у нас здесь видно русифицированная Вася. Поэтому мы сразу, чтобы не искать список большой, мы выбираем распредвал. Пишем распредвал. Распредвал.
распредвал. Вот. У кого не русифицировано, можете написать camshaft. Вам сразу выдаст тоже по-английски распредвал. Не crankshaft, а camshaft. Не коленчатый. Так, мы ищем что? Начало фазы. Посмотрим. Конец фазы. То есть два датчика положения на одном и на другом валу показывают нам в определенное положение, в определенное время синхронизацию вот этих положений, этих распредвалов. И нам нужно погрешность посмотреть. Это у нас 182 группа будет. Вот она. Адаптация распредвала, да? Так, также можем посмотреть, потому что проверяется на прогретом, температура. Так. Температура это не это. Сейчас найдем температуру. Охлаждающей жидкости. Выходе из радиатора. Это на выходе из радиатора температура. Это мы не будем брать. Температура мотора, воздуха. Наружные датчики, датчик. Ну вот, температуру на радиаторе можно посмотреть. Вот, на выходе из радиатора 194 группа. Вот. Ну и можем еще обороты двигателя посмотреть, потому что проверяться должна натяжение на повышенных оборотах, где-то 2000 приблизительно обороты. Число оборотов коленвала. Вот. Видно, что у нас цифры изменяются, когда мы газуем. Так, в принципе, цифры неплохие. Судя по тому, что машина 2016 года, значит, она еще, бодрая, не укатанная. Да и пробег до 200 тысяч пока. Вот. На прогретой машине нажимаем и держим обороты. Вот. То есть мы видим, что у нас погрешность всего 1,2 градуса. То есть это незначительно. Крайний допуск до 6 градусов идет, а у нас всего 1,2 градуса. Начало фазы 180, конец 213. Вот. Встречались на практике начало фазы 186, конец 220. Это когда уже 5-6 градусов отклонения, когда уже пора поменять цепь. Вот. Процесс не дешевый, не быстрый, поэтому каждый может сам выбирать. Но свыше 6 градусов, если отклонение, не как здесь 1,16, тогда есть уже предпосылки к тому, что менять цепь. То есть, повторюсь, когда вы увидите начало фазы 186, а конец 220, где-то 219, то уже предпосылки, что замена цепи. Вот. Так, продолжаем обзор. 3-литровый мотор Audi Q7
16 год. Двигатель CVMD. По цепям мы уже увидели, что цепи почти новые, но клиенту не нравится стук под моторным отсеком, особенно когда проезжает мимо стены, где-нибудь мимо забора, он отражается и слышно его. Вот, мы решили заменить натяжитель цепи, то есть будем разбирать, снимать мотор и менять натяжители. Вот перед разборкой слушаем звуки. То есть вот здесь, где натяжитель стоит, и здесь. Здесь вот как-то поярче. Ваня, погазуй маленько. Не, вот так. Вот так. Давай. Еще. 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 А вот так чуть-чуть, нажми, держи. Нажми, держи. Еще. Вот так. Вот. Вот мы слышим звук. Ладно. То есть слышно было этот звук. И вот сейчас будем его устранять. Так, будем снимать двигатель, работать с пневмоподвеской. То есть, если машина пневмоподвеска установлена, значит мы что делаем? На Audi Q7, вот 4M, вот видно тут есть такой вот мультимедийный сенсорный панель. Включаем зажигание. Брелок у нас здесь. Просто нажимаем на кнопку. Вот, выходит у нас дисплей. Дальше мы возвращаемся назад. Кнопка Back. Нажимаем.
Выходим в головное меню кнопкой Back. Дальше мы выбираем автомобиль, шайбой крутим. Вот видим, выбираем автомобиль, нажимаем на шайбу. Здесь мы ничего не нажимаем, а нажимаем на вот эту кнопку. Нажали на кнопку, у нас появился следующий. Опять крутим шайбой. Выбираем ТО и контроль. Здесь можно проверить уровень масла и все такое. Мы выбираем пневмоподвеска. Я уже нажал на шайбу, галочка стоит. Видно галочка. И все. То есть теперь мы можем свободно выходить. Нажимаем выход. Выходим из системы. Все, выключаем зажигание. Оставляем пока на нейтрале. Выключаем зажигание. Так, у нас что получается? Машина будет обесточена, поэтому в полике, вот здесь в полике есть лючок снизу. Вот мы можем, если вдруг машина надо будет перевести в нейтральное положение, в багажнике лежит пластиковый ключ в специальном сервисном отсеке. Втыкаем его вот сюда в пол, там под ногами водителя, и поворачиваем на 90 градусов в нейтральное положение. Если надо будет обратно вернуть в парковку, просто ключ вынимаем. Ну все, в принципе, это вот что надо сделать перед любым ремонтом с ходовой. Или просто даже колеса, когда меняете на пневмоподвеске. В данном случае Audi Q7 4M 2016 года. Все. Так, снимаем сначала закрывашку. Отщелкиваем пластиковые застежки. Две. Дергаем ее кверху. Вот, снимается она кверху. Здесь пластиковые застежки. Убираем защиту вот эту, резиновый пыльник. Отстегиваем воздушные рукава, их тоже убираем. Воздухоподающий патрубок, вот здесь вот хомут откручиваем. Косу проводов отстегиваем. Здесь застежки тоже убираем. Здесь застежка в сторону. Отключаем вакуумный подающий патрубок для изменения добавочного воздуха. Вот здесь есть мембранное управление добавочного воздуха. И в сборе убираем весь короб воздушного фильтра. Так, походу будем чистить радиаторы заодно. Поэтому решили сразу отстегнуть весь обвес. Здесь обычные пукли. Вот такие. Левая, правая сторона то же самое. Когда будете выстегивать, поверните на 90 градусов и выщелкните кверху эти вот пукли. Здесь пукли все снимаем. Тут. Снимаем всю рамку вместе с воздуховодами. Здесь под шестигранник. Проливаем ВДшкой, выкручиваем. Здесь вынимаем фиксатор и кверху поднимаем защелку. Разбираем эту часть. Снимаем колеса, отключаем плюса, обесточиваем и дальше разбираем. Так, дальше откручиваем воздуховод от кулера подающий. Выстегиваем пластиковую защиту на пуклях. Откручиваем датчик давления выпускного коллектора прямо с корпусом, с металлическим. Выстегиваем провода. Здесь и здесь защелка, и здесь защелка. Вот. Эту фишку выстегиваем. Здесь защелка. Эту фишку выстегиваем. Откручиваем ECM, блок управления.
И вынимаем оставшиеся провода под блоком. Так, откинули датчик давления, разницы потенциала, это сажевого фильтра. Откинули мозги, 2 самореза торкс на 30. Отсоединяем все фишки, убираем мозги в багажник. Убираем плюс, отводящий на стартер. И 2 плюса откручиваем. Короче, вот толстый, который уходящий из блока, и тонкий, который тоже приходящий плюс. Тоже их оба снимаем. С черной полоской на 100 ампер, это на 70. Силовые предохранители. Так, продолжаем разбирать Audi. У нас что получается? Снимаем патрубок, вот этот вот, на вакуумный усилитель тормозов. 2 фишки, 2 конца нажимаем, тут 2 застежечки, и выдергиваем. Потом при установке силиконом брызгаем на резиновое колечко и одеваем. Так, эту сторону откинули, заткнули патрубок. Так, провода оставили на моторе. Удобно вот такими клещами вот этот вот патрубок, здесь вот эти фишки нажимать, чтобы не пальцами мучиться, но руками тоже не сложно. Единственное, что вот в этом месте, дальше мы снимаем топливные патрубки, вот расположение топливных патрубков. Тонкий патрубок топливный, возможно это обратка, пока не знаю, выстегиваем вот отсюда, я его уже вытащил. Нажимаем на синюю кнопку, надавливаем вовнутрь, после этого вытаскиваем наружу. Также здесь отстегиваем сначала хомут пластиковый, вот, гребенчатый. Сейчас покажу. Отжимаем язычок. Язычок отжимаем, вытаскиваем здесь патрубок, нажимаем на синюю кнопку. Сначала внутрь надавливаем, потом вытаскиваем. После себя затыкаем, заглушки ставим. Вот, давления никакого нет в системе здесь. Дальше, третий патрубок, толстый, с фильтра. Также здесь вытаскиваем. Здесь маленько придется подлезть, неудобно, но если выстегнуть гребенчатый хомут, вон он там видно, то его можно тоже приподнять и также этими же пассатижами специальными нажать. Только здесь уже 2 кнопки с 2 сторон, раз и 2. И также выстегиваем разъем. То есть получается 3 шланга. Отсоединяем, вытаскиваем застежки. Раз застежка, 2 застежка. В сторону откидываем и, так сказать, освобождаем мотор от подачи топлива. Плюсовой маленький проводок был под напряжением, мы его тоже изолируем. Перчатку на него можно одеть, откинуть в сторону. Так, ну все, пока. Так, дальше мы снимаем защиту переднюю, боковую. Вот этот вот шланг вакуумный шланг воздушный, который шел у нас на верхнюю крышку декоративную, на клапан управляющий. Вот мы его снимаем, здесь выстегиваем, убираем эту крышку. Вот у нас появляется доступ к патрубку. Сверху мы стягиваем антифризный патрубок, пока не снимаем, чтобы не потек, просто стянули. Вот он идет вон туда в развал на алюминиевый патрубок. Второй патрубок мы подлазим, снимаем верхний патрубок здесь и отводим его к мотору. Он вместе с мотором снимется. Он идет на турбину. Вот. А с турбины уже возвращается вот этот патрубок на теплообменник, идет в развал блока. Вот. Дальше что? На алюминиевую поперечину стелим что-нибудь помягче. Залазим
Наверх снимаем дворники. Приподнимаем. Не будем выдергивать жабо, потому что там стоит кассета. Чтобы ее не повредить, просто приподнимаем для того, чтобы нам... Сейчас я покажу. Чтобы нам добраться вот до верхний патрубок на печку. Тут есть развоздушивалка специально. Откручиваем, когда воздух будем спускать. Также мы ее открутим, чтобы быстрее слилось антифриз системы. Вот это вот пластиковый короб, на котором крепится релюшка. Его отстегиваем. Вот здесь вот две застежки такие есть. И отводим в сторону. Вот две застежки. Они просто вперед сдвигаются и кверху поднимаются. Все. Вот. Опять же, заранее можно спустить потихонечку, чтобы масло не брызгало, чтобы в системе масло было заряженное. Кондиционер надо разгрузить. Вот. В принципе, можно заранее съездить к людям или у самих, у кого есть фреон, скачать, чтобы потом его обратно вам вернули. Ну, так дешевле будет просто. Вот. Здесь не предусмотрено лючка. То есть, если вы откроете, получается, здесь не предусмотрено. Тут вот один можно попасть, а второй нет. Поэтому просто приподнимаете и заправляете, когда будете заправлять. Так, теперь мы снимаем, сначала откручиваем передние подкрылки, переднюю часть подкрылка. Она у нас выстегивается вот здесь вот из задней части. То есть получается, переднюю часть откручиваем здесь. Вот. Ну и передний подкрылок с правой стороны тоже откручиваем. Тоже сверху откручиваем два самореза и вытаскиваем вперед из-под заднего подкрылка. После чего, когда все саморезы откручены, можем снимать саму защиту. Тоже большие саморезы откручиваем. Так, после подкрылков, вот передние части подкрылков, у них тут по 5 пластиковых гаек и по 6 саморезов таких вот, даже по 7. 7 саморезов, по 5 гаек. И еще есть пукля, которая ломается. Вот, здесь то же самое. Пукля ставится вот здесь вот спереди. Вот она есть. Сразу можете купить где-то на 8 миллиметров или на 9. Дальше вас ждет сюрприз. Будем снимать подрамник вместе с кулаками. Вот с кулаком. Остается только пневмоподвеска и верхние рычаги. Естественно, остается проводка. Проводка на корректоры рычагов, датчики положения. Суппорта остаются. Суппорт можно прикрепить проволокой, завернув за сайлент-блок, чтобы он не мешался. Остальное все будет сниматься. Откручивается вот этот болт. Болт с сюрпризом, как всегда. Чтобы не сломать вот эти алюминиевые уши при ударе или при проворощении. Пытаемся раскрутить, простукиваем. Дальше что делаем? Пока завернутый болт, пока до конца он завернутый, мы здесь вот в пазу вот в этом, болгаркой вырезаем кусок. Вот отсюда кусок вырезаем. Так, и выкидываем его. Дальше у нас вот здесь в пазу остается конец, мы его пробиваем вовнутрь. Вот до такого расстояния, ну кто насколько может. И прорезаем здесь теперь в пазу. Каждый раз прорезая в пазу, мы покручиваем болт, чтобы наш кусок выскочил. И дальше у нас останется посередине короткий кусочек, который мы выбьем. Болты сразу новые покупайте.
Дальше мы ослабляем снизу косточку, чтобы она играла. Откручиваем сверху косточку от кулака. Откручиваем, вернее, не от кулака, а от стойки. Это стойка, пневмостойка. Вот, откручиваем косточку сверху. Снизу ослабляем ее от стабилизатора. Поперечный передний рычаг. Откручиваем болт от стойки. Немножко монтажкой здесь приподняв, чтобы вам маленько вот сыграла она. Чтобы вытащить легче болт было. Предварительно в начале откручиваем болт ступичный. Вот, и гайку назад, болт назад наживляем, чтобы смазка оттуда не вытекала из шруза. Вот, ну, естественно, суппорт откручиваем, подвешиваем. Все, и так с обоих сторон. Так, вот первый подводный камень. Чтобы вытащить верхний болт, который фиксирует верхние рычаги, пришлось снять весь кулак. Снимаем весь кулак, сбиваем все наконечники. Вот. От верхнего болта осталось только куски. Вот. Мы его... Вот кулак лежит. Мы его вырезали, но внутри остался еще где-то сантиметра 3 этого болта. То есть здесь его нет, здесь его нет. Вот он. Вот этот болт. Мы его пробили в эту сторону. Туда-сюда гоняем этот кусочек. Вот этот кусок мы завтра отрежем болгаркой. И будем потихоньку пробивать и отрезать. Пробивать и отрезать. Вот. На месте стучать было неудобно. Он уперся в одну сторону. Пришлось снять весь кулак. Что касается правой стороны. Для начала опять в той же последовательности фиксируем диск, чтобы он не болтался, просто через гайку болтом. Снимаем суппорт, разводим немножко колодки, отгибаем, здесь вот отжимаем колодки в суппорте. Снимаем датчик износа колодок, немножко на себя выстегиваем, поворачиваем на 90 градусов и выдвигаем из-за щелки. Откручиваем два болта крепления суппорта, верхний, нижний, и суппорт можно будет отводить в сторону. Выстегиваем фишку корректора рычага, угол положения наклона видеть который. Снимаем два крокодильчика с подрамника с переднего, и здесь вот пукля. Убираем шланг АБС, брызгаем ВДшкой, выводим из зацепления, отстегиваем вот эту фишку и поднимаем кверху его. Ослабляем косточку снизу от поперечного, видно вот от стабилизатора, ослабляем и здесь полностью откручиваем. Чуть-чуть нажимаем на стабилизатор монтажкой, выводим из зацепления. Снимаем болт поперечного рычага, который к пневмостойке идет полностью. Также вот сюда заводим отвертку, чтобы не было нагрузки. Маленько люфтим, вынимаем болт. Ну и остается самое главное, предварительно в начале, пока все не разобрано, попробуйте вот этот болт выбить. Вот. Пока все конструкция жестко стоит, его надо крутить, стучать, вправо-влево гонять. Если не получается, делаете с этой стороны сначала. Прогоняете болт как можно дальше, туда-сюда. Потом забиваем, вырезаем через паз часть болта, проворачиваем, опять вырезаем. Этот кусок выкидываем. Первый рычаг верхний, передний вытаскиваем. Остаток пробиваем как можно дальше. Здесь также надрезаем. Вытаскиваем кусок. И обратно сюда пробиваем этот
оставшийся кусок сюда и вытаскиваем этот задний верхний рычаг кверху. Ну и дальше с этим куском как хотите. Хотите, можете нагреть рычаг, хотите туда-сюда. У вас будет спереди удар удобный, можете его выбить назад. Потому что сзади удар неудобный. Тут близко, потому что кузов. И он не выворачивается, этот кулак, в левую сторону. Легче в правую. Так, по поводу верхнего болта, который держит верхние рычаги. Чтобы сэкономить 2-3 часа времени, сразу грейте вот это место. Кто там феном, кто-то автогеном. И тогда болт начнет вращаться. Поначалу пробиваем его вправо-влево, вправо-влево. Вот, пока горячий. И начинаем вращать. Вращать, поджимать. И так вся эта пыль алюминиевая начнет выходить. Болт имеет ступеньку. Вот, и в этой ступеньке посередине скапливается алюминий. Вот, и вот эта пыль начнет вылазить. Лучше делать, конечно, с пневмоинструментом, чтобы обороты были. И вращать. Перед началом посмотрите, кривой у вас болт или прямой. Если он сразу кривой, видно, что конец и начало кривоватые, то лучше, конечно, резать. А если прямой, то можно вот так вот. Сэкономите 2-3 часа времени. Так, дальше мы откидываем в сторону кулак. По поводу фишки, которая идет на АБС, выстегиваем задвижку и, нажимая на нее, не всегда получается выдвинуть, поэтому продувайте, брызгайте ВДшкой. Ну, время займет, но выстегнется. Бывает, нужно поддеть чем-то остреньким изнутри, чтобы приподнять. Так, откидываем в сторону шрус, чтобы он не мешался. Снимать будем сейчас усилители, поддерживающие радиатор. Правый, левый, 4 болта здесь и один длинный здесь. Вот, сливаем антифриз. Антифриз здесь сливается с радиатора. Вот, нижняя часть. Предварительно отстегнув силовую косу на вентилятор, выдвинув ее маленько. Вот. С этой стороны заглушку мы не трогаем. Вот. Снимаем защиту вторую, пластиковую, вот здесь вот. Потом усилитель, вот этот крест. Весь крест снимаем. Здесь нужна будет М14 бита, сплайн. Здесь у нас 10. Вот этот винт, эта защита ставилась. Здесь тоже защита отвернулась, а здесь просто кусок защиты остался. Вот. После снятия креста сливаем антифриз с нижнего теплообменника. Вот здесь вот есть теплообменник. Вот с этого хомута сливаем антифриз. Уголок вот здесь пластиковый тоже снимаем, типа защиты. Вот этот уголок пластиковый. И задняя защита пластиковая тоже. Пока на этом все. Так, дальше снимаем полностью верхний патрубок радиатора, который идет вот здесь вот над кондиционером к блоку. Вот он, патрубок. Также можно отстегнуть маленькую трубочку обратки, которая идет на радиатор, на самую верхнюю часть. Вот. А дальше мы снимаем кожуха, вот эти термокожуха. Вот этот левый и вот этот правый термокожух. Вот. По 2 болта на каждом ставится. Вот. Потом мы отстегиваем. Также можно отстегнуть привод коробки, сервисный привод, который переводит в нейтраль. Он идет там под пол в ноги водителя. Здесь для удобства мы отвернули болт и просто по краям нажимаем 2 клипсы и отстегиваем. Вот, на коробке. Получается, он свисает. Дальше мы отстегиваем
косу проводов, который идет на коробку. Вот здесь вот. Там просто флажок поворачивается. Поворачивается флажок вот этот вот против часовой, градусов на 90, и выстегивается. Масло ничего у нас не польется. Если кому надо, то вот здесь есть пробка для проверки масла на заведенной машине. Вот сливная. По поводу теплообменника. Снимаем теплообменник. То есть на него идут два подающих шланга. Один с коробки, второй с коробки и антифризный. Первый антифризный и второй антифризный, который мы отсоединили от трубки, чтобы нам блок в сторону отодвинуть. Вот этот вот. Здесь вот моторчик стоит, который гоняет антифриз для прокачки на коробку. Для чего это делается? Чтобы освободить место к болтам. Там под звездочку, наверное, на 16. Тут будем откручивать. Вон там болт. Вот. И уже откручивать сразу эти болты, потому что в будущем мы уже сюда не залезем. Вот. Тот болт можем снять. Так. Сняли полностью теплообменник, чтобы он нам не мешался. Вот теплообменник крепится на 3 болтах. Когда будете выстегивать вот эти вот разъемы на коробку, там масло маленько польется, но заткните их обязательно чем-нибудь, чтобы грязь туда не попала. Эти разъемы, чтобы выстегнуть, маленько отжимаем края вперед и оттягиваем фишечку. Фишку оттягиваем, выдергиваем. Вот. Дальше мы снимаем провода с левой стороны. С левой стороны снимаем провода. Всю вот эту косу откидываем. Она крепится здесь. Пошла на датчик подушки. Датчик подушки левый. Потом на положение руля датчик. И также выстегиваем на кондиционер. И можно, в принципе, здесь оставлять. Дальше мы выстегиваем все провода на рулевую рейку. Вот. Снимаем привод руля. Здесь вот квадрат такой есть с прорезью. И вытягиваем его вверх. Вверх просто выталкиваем. Откручиваем рулевую рейку, два длинных болта. Раз. И вот здесь два. Вытягиваем эти болты здесь вот под стабилизатором. И снимаем полностью рулевую рейку. Дальше будем снизу полностью откручивать коробку. И будем откручивать бублик, гидротрансформатор. Там видно идет левый привод длинный. Мы его трогать не будем, потому что бублик у нас останется в коробке. Открутим на бублике вот те болты, которые держат гидротрансформатор к маховику, к заднему, к венцу, венец стартера где. И также откручиваем все болты. Болты у нас разной длины. Снизу сразу показать надо. Вот здесь вот длинный болт со стороны, где дифференциал. Вот. А здесь уже идут короткие. Два коротких. Один еще болт будет вон там вот над дифференциалом. Вот. Ну все, в принципе. Дальше мы взводим ролик натяжного механизма. Тут мы видим, текла помпа. Будем ее заказывать. Вот. Торксом на 60 взводим ролик, вставляем туда штифт миллиметра 3 диаметром. Снимаем компрессор, 3 болта М12 и выводим компрессор вот сюда под крыло. Шланги нам позволяют это сделать. Так, теперь будем разбирать правую сторону. Вот здесь вот провода. Кстати, при снятии
Рулевой. Не забываем ставить колеса ровно и блокировать руль ремнем страховочным пассажирским, чтобы не порвать шлейф. Там кассеты есть специальные в рулевой аэрбэга. Так. Потом при установке опять ровно. Колеса выставляем ровно и накидываем руль в ровном положении. Так, рулевая снята у нас. Дальше мы видим, здесь болты все убрали. Сейчас мы их уберем. Один только длинный болт, остальные все короткие. Раз, два, три, четыре. Пятый болт на стартер. Он сразу упирается в опору двигателя, в кронштейн опоры. Поэтому это будет потом происходить. Сейчас мы разбираемся с косой. У нас получается, выстегиваем на подрамнике вот эти пластиковые две защелки, снимаем в сторону, отводим вот эти все провода, которые идут на рулевую, выводим их из зацепления. Вот здесь вот защелки небольшие есть. Размыкаем здесь вот разъемы. Вот этот разъем размыкаем, силовой. Этот разъем. Откручиваем массу, которая идет на мотор, вот эту, кузову. Вот. Дальше что? Генератор мы не будем снимать, потому что там сзади есть фишка, до которой нам не добраться. Вот. А если мы его сейчас будем стягивать генератор, то мы порвем просто этот провод. Он там в натяжке стоит, его отсюда не видать. Маленький проводок там есть. Вот, поэтому лучше не тянуть. Ну, неудобно, в общем, его снимать сейчас. Поэтому будем снимать вот эту всю пластиковую полоску. Вот она. Снимать бачок расширительный. И вниз опускать плюса, вот эти вот здоровые плюсовые контакты. Вот. Минус откручивается только вот этот нижний. Так, теперь мы сверху снимаем бачок, отсоединяем шланг обратки маленький, вот этот шланг, откручиваем саморезы, крепление здесь, там, косу откручиваем здесь, саморез, минус откручиваем, снимаем вот этот вот подающий тоже какой-то шланг силовой. Здесь вот крокодильчики выстегиваем. Продолжаем выстегивать крокодильчики здесь, здесь. Разбираем два разъема, этот разъем, этот разъем. И вся эта коса вниз с мотором уйдет у нас. Вот. Сняли мы еще датчики положения рычагов на всякий случай, потому что стол широкий, чтобы не поломать их с обоих сторон. Вот. В принципе, все. Все остальное мы тут подвяжем, уберем. Так, когда мы собираем провода здесь, мы вытаскиваем, когда мы разбираем, отсоединяем всю косу эту сверху. И здесь есть защелка, задвигаем на защелку. Или же можно снимать с кронштейном. Вот. Это вот правая сторона, все эти провода вот с этой стороны. И все, и она вниз может выпасть уже. Когда будете откручивать стартер, питание, вот эта вот широкая одноплюсовая плюсовая клемма, не забудьте открутить болт. Сразу не вынимайте, иначе вот тут вот пластиковый фиксатор, он не даст вам вытащить ее. Так, дальше у нас здесь откручено, зафиксировали в сторону. Это будет тоже подвязано, чтобы не мешалось, когда будем выкатывать мотор. Что касается кардана, теперь мы снимаем карданный вал.
Для этого сначала снимаем хомут. Хомут вот этот вот. Отодвигаем его взад, назад, потому что здесь расплющено. Вот. Снимаем тепловые кожуха. Здесь кожух. Здесь был кожух, я его уже снял на 2 винтах. Вот он, этот кожух. Потом снимаем. Так. Вот здесь вот 6 болтов. Откручиваем. Желательно метки. Вот здесь есть точка на флянце главной передачи выходного вала заднего моста. И белая точка. Или свою поставить. Но максимальное расхождение это 30 градусов допускается. Но мы поставим так, как было. Пометим меткой и поставим. Откручиваем здесь. Откручиваем опору. Так, вот здесь вот есть опора кардана. Вон там. Сначала тепловой опять экран, потом опору. Вот. И сдвигаем кардан вперед. Выводим из зацепления заднего дифференциала вниз. Здесь снимаем спереди хомут. Хомут вот этот вот разжимаем. Он одноразовый считается. Вот. И уже после сдвигаем назад кардан. Максимальный изгиб допускается 10 градусов, но не критично. Мы его подвяжем, сдвинем назад и вместе снимем. Вот. И все, в принципе, можно будет скидывать движок. И задний траверс у нас, как бы задняя опора, это идет на раздатку 4, видим, болта. Вот. Потом вместе с глушителем все это дело вниз пойдет. Передний подрамник идет 2 сзади болта, справа и слева. Вот справа, вот слева 2 больших. Потом спереди по 2 болта видно. Вот это слева и там справа. И все, и можно будет ложить мотор на стол и поднимать кузов вверх. Так, у нас первый болт, где лючок, и четвертый и первый одинаковые. Потом идет подлиннее, самый длинный. Стартерный пока не трогали, он другой, под шестигранник.